Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео о новой модели Recolor для CTRL-NET, которая позволяет раскрашивать нецветные изображения, также может перераскрасить цветное изображение, то есть она превращает его в нецветное и заново раскрашивает. Это отличная замена расширению Diodophy. Дело в том, что Diodophy не позволяет управлять раскраской изображения, то есть задавать, где какой цвет. А модель Recolor для CTRL-NET слушается промпта, и соответственно в промпте мы можем написать, что вода зеленая или синяя, а небо голубое или там закат. Слева вы сейчас видите исходное изображение, не цветное, а справа изображение раскрашенное моделью Recolor. А теперь слева вы видите изображение раскрашено Diodophy, а справа моделью Recolor. Если вы пользовались Diodophy, то там практически никаких настроек нет. Просто выбираете раскрасить, и он сам самостоятельно раскрашивает. Модель Recolor же требует определенных настроек. Она слушается промпта, она слушается негативного промпта, она чувствительна к модели. И, соответственно, раз она слушается промпта, значит она будет слушаться еще и текстовых инверсий. А вот лоры особого эффекта не оказывают. Раз уж мы говорим о раскраске нецветных изображений, давайте я покажу, как работает Diodophy на всякий случай для тех, кто не работал с этим расширением. Переходим в Extras, закидываем сюда нецветное изображение, выбираем здесь Diodophy, нажимаем Generate. Вот и все, изображение колоризовалось. Из настроек здесь есть рендер фактор. Чем он выше, тем эффект ниже. Чем он ниже, тем эффект выше. В общем, вот так вот наоборот это работает. Артистиком я вообще не пользуюсь, она работает неадекватно. А вот pre-decolorization делает цветное изображение нецветным и потом заново его раскрашивает. Еще у Diodophy есть вкладочка сверху. Сюда вы можете закинуть видео и сделать его цветным. Вот в общем-то и все. Все настройки Diodophy. Модель Recolor SD 1.5 и модель Recolor для SDXL вы можете скачать у нас на Boosty. Ссылки на эти модели там будут приложены. А также еще будут приложены промпты, которые мы используем в этом видео. Эти модели Recolor вам нужно поместить в папку Models, CTRL-NET. И вот они, две вот этих вот модели. Конфигурационные файлы YAML для них не нужны. Так что просто скачивайте их и помещаете вот в эту папку по вот этому вот пути. Давайте теперь перейдем к модели Recolor. Переходим в Text to Image. Выбираем модель 1.5, любую. Я выбираю Realistic Vision. В Y у меня стоит Automatic. Теперь спускаемся ниже и открываем CTRL-NET. Здесь нажимаем Recolor. И существует несколько моделей Recolor. Вот верхняя это модель Recolor для модели 1.5, а снизу для XL моделей, то есть SDXL. Сразу скажу, что Recolor с моделями 1.5 работает лучше, с SDXL плохо работает. Давайте начнем с модели Recolor SD 1.5. Препроцессор по умолчанию Luminance стоит, его и оставляем. Теперь закидываем в CTRL-NET не цветное изображение, но можем закинуть сюда и цветное изображение. Вот этот вот препроцессор Recolor, он преобразовывает изображение из цветного в нецветное. Есть интенсивный, есть Luminance. Давайте посмотрим, в чем разница этих препроцессоров. Я закину теперь в CTRL-NET цветное изображение, выберем модель препроцессора Luminance, включим Allow Preview, чтобы видеть, что получается после работы препроцессора, и нажимаем вот эту вот красную кнопку Run препроцессор. И вот так вот работает Luminance, выбираем Intensive и нажимаем красную кнопку, и вот так вот работает Intensive. То есть из цветного он делает изображение более светлым, а Luminance оставляет все примерно при той же яркости. Если же закинем сюда не цветное изображение и сделаем опять же превью, то в принципе особо ничего почти не меняется. Но изображение все же немножко преобразовывается, поэтому давайте препроцессор оставим. Я отключу превью, сейчас оно больше нам не пригодится. Включаем CTRL-NET. И в общем-то все, в CTRL-NET мы все настроили. Давайте теперь поднимемся вверх и вообще не будем вводить никакого промпта, просто запустим генерацию. Сэмплинг метод у меня DPM++ 2M Keras, количество sampling steps 23, CFG Scale 7, а вот размер изображения давайте поставим как на фотографии. Это 768 на 608. Давайте так и сделаем, чтобы все соответствовало. И нажимаем Generate. И вот такое вот изображение у нас получается. Оно вроде бы цветное, но эффект такой прям не сильный. Давайте теперь введем какой-нибудь промпт. Допустим, бирюзовое море. Нажимаем Generate. И море стало бирюзовым, и человек тоже стал бирюзовым. Но в зависимости от сида будет немножко разный эффект. Давайте еще пару генераций сделаем. И вот здесь какой-то уже цвет кожи начинает прослеживаться. Но так работает неправильно. Давайте добавим еще промпта. Теперь мы в промпт добавим красивую женщину. И женщина особо никак не влияет, только она теперь раскрашивается вообще вся целиком. Потому что красивая женщина в принципе не несет в себе никакого цвета. Теперь давайте добавим токен русые волосы. И вот русые волосы он уже понял. То есть он волосы не стал теперь закрашивать в зеленый цвет. Теперь давайте добавим бледная кожа. И кожа уже теперь не бирюзовая. И давайте еще теперь добавим розовые губы.
И губы тоже теперь покрасились. Он действительно понимает цвета и объекты. То есть, если мы ему говорим объект и какого он цвета, он пытается ему присвоить цвет. Такие токены, как красивые женщины, здесь сильного эффекта не имеют. Сейчас стоит случайный сид, давайте еще раз генерируем. Посмотрим, насколько стабильно он красит. И вот с второй генерации, в принципе, получается то же самое. То есть достаточно стабильно. Давайте теперь уберем вообще промпт, вырежем его пока на всякий случай. И давайте ставим сюда негативный промпт. У меня есть такая заготовка, Negative Prompt, я его очень часто вставляю, приложу его в Boosty вместе с моделью. Нажимаем Generate. И видите, сейчас я вообще никакого сабпромпта не забил, добавил только свою заготовку Negative Prompt. Выглядит этот Negative Prompt вот так вот. Здесь сказано, что это не мультфильм, это не картина, не иллюстрация и стандартный промпт, уменьшающий мутации, там, сдвоенные головы и так далее. И результат, в принципе, очень хороший. Сейчас мы не описывали досконально вот это вот изображение, потому что, в принципе, описывать это изображение достаточно муторное дело. А если вы, например, захотите сделать цветным видео, то есть ряд изображений, то навряд ли вы сможете прописать вот здесь весь промпт для каждого этого изображения. И вот такой вот вариант с Negative Prompt, он достаточно интересный. Да, здесь нет таких ярких цветов выраженных, но тем не менее изображение цветное, губы розовые, хотя я вообще этого всего не прописывал. Смотрите, теперь я своим негативным промптом зафиксирую сид, нажимаю зафиксировать, и теперь давайте я его удалю и вместо него буду вставлять текстовые инверсии. Первая текстовая инверсия Very Bad Image Negative. Все эти текстовые инверсии есть в моих сборках автоматика, но к этому видео я приложу отдельно все эти текстовые инверсии. Так, генерируем. Вот такое вот изображение получается с Very Bad Image Negative. И вот такое вот изображение получается с Easy Negative. И вот для сравнения, как все это выглядит. Это мой негативный промпт, который я вставлял. Это Very Bad Image Negative. Это Easy Negative. То есть текстовые инверсии влияют на результат окрашивания изображений. Хотя промпта мы здесь вообще никакого не прописывали. А вот теперь я соединил и негативный свой промпт, и добавил тот промпт, который мы прописывали изначально. И на этом же сиде получилось вот такое вот изображение. Оно более яркое, больше насыщено цветами. Если мы сейчас сбросим сид, то с определенной генерацией получим бирюзовое море. Например, вот так вот. Если мы не будем вводить позитивный промпт, да, оставим только негативный, то бирюзового моря мы, скорее всего, не получим, потому что мы нигде не сказали, что оно должно быть бирюзовое. Если мы сейчас цвет моря поменяем на какой-то другой, то оно поменяется. И промпт слушается это достаточно хорошо. Теперь давайте я зафиксирую опять сид и попробуем какой-нибудь другой сэмплинг метод. Например, Hue. Выберем. И как видим, разницы практически нет, что Hue, что DPM++ 2M Keras показывает одинаковый результат. Сэмплинг метод DDIM тоже практически разницы никакой нет. В общем-то, почти один в один. Давайте теперь попробуем какую-нибудь другую модель. Это Realistic Vision 5 версии. Давайте выберем Photon. Сид тот же самый, нажмем Generate, и вот модель уже немножко влияет на эффект окрашивания. Справа у нас модель Photon, а слева Realistic Vision. И примерно вот такая вот небольшая разница есть от модели к модели. Ну давайте попробуем возьмем мультяшную модель, Cardos Anime, допустим. И вот даже мультяшная модель, Cardos Anime, в принципе, тоже результат выдает какой-то похожий. То есть от модели к модели эффект есть, но он не очень сильный. У некоторых моделей разница практически незаметна. Вот Realistic Vision, да, он более насыщенную картинку выдал. В общем, имейте в виду, что модель оказывает влияние на эффект колоризации. Теперь давайте вернемся к модели Realistic Vision, к этому изображению, и опустимся чуть ниже, перейдем в настройки ControlNet. Здесь у нас есть еще такой параметр Gamma Correction. Чем мы ее делаем меньше, тем изображение становится светлее. Чем мы ее делаем больше, единиц имеется в виду, тем изображение становится темнее. Давайте сделаем 0,7 и посмотрим, какая разница будет. Вот такое вот изображение при единице Gamma Correction, а такое при 0,7. Теперь давайте Gamma Correction поднимем до 1,3. И эффект вот такой вот. Это Gamma Correction 1,3, это единица. Вы, наверное, сейчас спросите, а что там с моделью SDXL? Да, у модели SDXL тоже есть ControlNet Recolor. Давайте выберем SAI-XL Recolor 128. Из всех моделей, которые я протестировал, из Recolor имеется в виду, для SDXL, вот эта вот модель SAI-XL Recolor 128 работает получше. Я ее тоже приложу к этому видео. Выбираем. При процессоре все настройки оставляем такими же. Gamma Correction на единицу смещаем обратно. И теперь, соответственно, нам нужно выбрать модель SDXL. Давайте выберем базовую модель SDXL 1.0. Сид зафиксирован с предыдущей генерации. Промпт такой же, как на предыдущей генерации. Давайте нажмем «Сгенерировать». И так вот Recolor работает в SDXL. Я перепробовал разные модели,
но вот результат какой-то весь пятнами идет. Recolor на 1.5 работает гораздо лучше и стабильней. Давайте я еще выберу другую модель SDXL. У меня есть вот такая вот модель Relightus Edge XL. И вот модель Relightus Edge XL дает что-то более-менее приемлемое, без этих вот пятен. Давайте еще раз сравним с 1.5 Recolor. Вот такая вот разница. Но при разных сидах, да, будет что-то более-менее похожее. Но модель Recolor 1.5 работает стабильнее и ресурсов она требует меньше. Поэтому смысла в моделях SDXL Recolor я не вижу. Сейчас я сбросил сид, сделал еще несколько генераций. Ну вот такой вот результат получается на моделях SDXL. Работает, раскрашивает, но делает это хуже, чем модель 1.5. Давайте теперь вернемся к Realistic Vision версии 5 и перейдем в Image to Image in Paint. Закинем теперь в InPaint это изображение. Перейдем в Control-Net, включим его, выберем Recolor, выберем модель SD 1.5 Recolor. Препроцессор оставим по умолчанию, остальные параметры все по умолчанию. Размер изображения вот этой кнопкой зададим по изображению. Эти все параметры оставим, будем перерисовывать полностью все изображение. Промпт ставим такой же, который у нас был в Text to Image. И давайте теперь выделим воду. Вот так вот я грубыми движениями выделил воду. И давайте попробуем сгенерировать. И вот у нас поменял цвет только вода. Соответственно, по аналогии мы можем сделать то же самое с губами, с волосами, с небом, с задним фоном. В общем, как угодно можем раскрашивать наше изображение в InPaint. Соответственно, если вы хотите добиться чего-то конкретного, там цвет глаз там конкретный какой-то получить, цвет волос, то лучше вот этот Recolor делать именно в InPaint. В общем-то, на этом у меня все. Еще раз напомню все модели, которые я здесь использую для Control-Net. И промпт я приложу в бустик к этому видео. Так что заходите, скачивайте модели, смотрите промпты. Также заходите в нашу группу в Telegram. Это очень большая группа, очень активная. Там можете задать вопросы. Если вам интересны промпты, заходите в нашу группу ВКонтакте. Там мы ежедневно выкладываем интересные промпты. А на Бусте выложены все наши видео со всеми файлами. Все очень досконально, аккуратно разложено. На Бусте все бесплатно, но если вы хотите поддержать наш канал, вы можете сделать это на Бусте. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.